Привет, ребятушки! Сегодня мы рассмотрим снова Skull Crawler. Мы уже раньше делали обзор на две фигурки, но теперь пришли еще две новых, и давайте их рассмотрим. Значит, у нас пришли новые, это вот эта новая модная копия, она очень похожа на оригинал от Playmate Toys, у нее такая же артикуляция. И пришел самая дорогая фигурка, это от Hiya Toys. Первое рассмотрим мы фигурку, новую копию. Она стоит не намного дороже вот этой копии, которую мы раньше уже рассматривали и сравнивали с Playmate Toys. Ссылка на тот ролик будет в описании в конце ролика. Вот. А интересно сравнить теперь Playmate Toys с вот этим. Они решили сделать практически одинаково. Если прошлую фигурку они реально упростили, тут меньше было суставов, то эта фигурка абсолютно повторяет Playmate Toys, только видите, другая раскраска. Здесь более такие яркие цвета, больше глянца, красный такой яркий, здесь более алый. Ну и также у нее, видите, такая есть часть, но она не снимается, сразу приделана. А не, хотя снимается, смотрите, я ошибся. Вот видите, так же само получается полная копия. Только здесь единственное не нарисован глаз, видите? У оригинала вот желтенький глаз есть, а здесь у нас нет желтенького глаза. Как по мне, вполне неплохая замена оригиналу. Сейчас уже оригинал стоит дороже и будет еще дорожать, потому что они уже не производятся, их совсем осталось мало, и продавцы постоянно поднимают на них цену. Единственное, что вы не получите, это вот такой вот кораблик. Маленький. Так, фигурка вполне нормальная. Здесь такой мягенький сустав. Здесь чуть-чуть пожестче. Мягенький. Мягенький. Ну и хвост вот здесь соединяется. Фигурка поставляется в пакете. Твердые 4 балла. Мне нравится за свою цену. Вполне неплохой вариант. Ну, если сравнивать с более дешевой копией, то эта копия стоит немного дешевле, но видите, насколько она хуже. Все то, что говорилось в прошлом обзоре, касается и сравнения с этой фигуркой. Видите, они такие же, но здесь практически нет артикуляций. Пасть не открывается. То, конечно, есть глазик. Но я бы выбрал вот эту. Ну, перейдем к самой дорогой фигурке. Такая большая коробка. Мне очень нравятся фигурки Hiya по фильмам Monsterverse, Годзилла. Скоро выйдет новая Годзилла. С Конгом там будут новые монстры. Очень ждем этих монстров от Hiya. Пока рассмотрим Skull Crawler. Видите, такая огромная фигурка. Я не понимаю, зачем они сделали такую огромную коробку. Это удорожает перевозка этих фигурок. Не производятся в Китае. Даже в те же американские магазины их надо доставить. Вот так вот фигурка выглядит из упаковки. Первое, что смущает, это почему такой длинный хвост и без артикуляции. Видите, нашли причину, почему в коробке такой большой. Здесь нет артикуляции. Почему они это не сделали, мне непонятно. То есть они боялись, что фигурка не будет нормально стоять или что. Хотя на коробке, видите, хвост изогнутый, а здесь он прямой. То есть, я так понимаю, вам самому надо его изгибать. Да, он, видите, вот так изгибается. Наверное, они не сделали артикуляции для того, чтобы фигурка хорошо стояла, чтобы она не проваливалась. Потому что всего 2 лапы опираются на 3 точки, хвост и 2 лапы. Давайте мы немного изогнем ему хвост, чтобы он был больше красивым. Странно, что они сразу в коробку не изгибают, чтобы коробку такую длинную не делать, а
поставляют так. Но я бы, конечно, сделал тут лучше, как вот делаю, знаете, Sage Figuarts. Ну, вот такие вот сочленения Godzilla от Sage Figuarts. Прям там очень много сочленений. Можно было тут также сделать. Но решили жесткая проволока. Кстати, пасть закрывается. Видите? Зубы сделаны очень круто. Прям смотрите как. С таким хвостом, конечно, изогнутым она смотрится получше. Потому что когда я видел прямой хвост, она вообще очень стрёмная. Эта фигурка выглядит с прямым хвостом. А с таким прям мне нравится. Хе делает крутые фигурки. Они не очень дешевые, но прям лучшие Годзиллы. Классная пасть. Если сравнить ее с копией Playmate, то, конечно, она проигрывает. Видите, фигурка Хия и повыше, она всегда закрывает пасть, что интересно. Видите, как хиевский скулкраулер, насколько прикольнее выглядит. Вот так сверху скулкраулеры выглядят. Видите, что прикольно. Этот хвост можно так изогнуть. Все-таки в проволоке в суставе есть свой плюс. Не всегда так изогнешь и оставишь его в таком состоянии, когда у тебя много-много суставов. А эти хвосты вообще никак не сгибаются. Они твердые. Здесь единственное, вот так, видите, он может, здесь есть один такой сочленение, он может вот так подниматься. Ну а этот мы можем изогнуть относительно свободно. Вот такая пасть огромная. Классная фигурка, конечно, мне очень понравились Годзиллы с голубым пламенем от Хия. Еще скоро придет Гидора. Гидора тоже очень крутая, даже получше, чем Sage Figuarts бандайевская, это стоит дешевле. Ну и будут другие фигурки. Что интересно, здесь такой сустав, видите, вот сюда из-за когтя не изогнешь только. Суставы хорошие, прям такие как надо, плотненькие, не сильно жесткие. Может прям лежать вот так, плавать, наверное, может. Как мы можем его выгнуть? Вот так. Вот так, видите, изогнули. Здесь шея вот так может поворачиваться. У этой фигурки шея вообще никак не регулируется. Здесь, кстати, в шее есть вот так может скручиваться. Кстати, у этой фигурки тоже она так может скручиваться, только практически не скручивается. А здесь прям видите, как может. Артикуляция то, что надо. Это интересно, когда она открывается, пасть Диана. Видите, зубы как детально проработаны. Прям голова очень круто сделана.